Привет, друзья! Антон Птушкин – профессиональный ведущий, он добрый, эрудированный, остроумный, умеющий держать себя в руках. И одновременно настолько заводной, что, глядя на него, зритель поднимается с дивана, забывая о проблемах и отправляется в путь. Сам Антон освещать тему путешествий начал еще в середине 2000-х, на просторах интернета. А на телевизионный уровень вышел по совету друзей, посчитавших, что стиль и позитивный настрой его мини-репортажей достойны иной оценки, чем восторги фолловеров. Но перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на наш канал и запостите видео в соцсетях. А далее мы расскажем, как живет Антон Птушкин и сколько он зарабатывает. Биография Антона началась в простой семье 22 мая 1984 года в Луганске. С детства мальчик увлекался музыкой. Но несмотря на хобби, после окончания школы поступил в Северодонецкий национальный университет на факультет социологии. Учеба Птушкину давалась легко. Он окончил вуз с отличием, только по специальности не работал ни дня. После университета юноша подался в индустрию развлечений. Некоторое время занимал должность арт-директора концерт-холла «Колизей», где регулярно проводил свадьбы, корпоративы и презентации. Начиная творческую карьеру, Антон Птушкин выбрал для себя музыкальную стезю. Он работал на шоу Open Air 8 как диджей и организатор. Развлекательная программа под названием «Slow» с его участием пользовалась популярностью у молодежи родного города. В 28 лет Антон переезжает в Киев, где начинает работать над проектом Sunshine, который реализует на радио. Авторская передача вошла в 100 лучших шоу на радио. Молодой человек с успехом работает радиоведущим, а вскоре получает должность программного директора на канале Lounge FM. Затем становится руководителем нескольких радиостанций. На телевидении Антон Птушкин попал в 2015 году. Опытный диджей решил поучаствовать в открытом конкурсе на место телеведущего в программе «Орел и решка». Концепция шоу оказалась близка путешественнику, объехавшему к тому моменту 20 стран. Первый видеоролик остался без внимания, и Птушкин не прошел кастинг. Во второй раз Антон пришел на кастинг за компанию с другом, полагая, что надеяться не на что. Оператор шоу попросил снять репортаж о Киеве. Результат продюсерам понравился, и Птушкин получил работу. Правда, не ведущего нового сезона «Орла и решки», а сценариста проекта «Опасные гастроли». Далее, в марте 2017 года, вышла передача «Орел и решка. Перезагрузка» с новыми лицами – Антоном Птушкиным и Настей Ивлеевой. Смысл нового тревел-шоу заключался в том, что ребята повторяли маршрут следования первого сезона программы с участием Андрея Беднякова и Жанны Бадоевой. Только на этот раз рассказывали, что изменилось за 2, а то и за 4 года. Диджей в компании звезды Инстаграма побывал в Таиланде и Непале, Сингапуре и Мексике, на Кубе и в Исландии, Бразилии и Австралии. Доходы ведущих «Орла и решка» складывались из нескольких статей. Сама передача, контракты на рекламу и выплаты от других проектов. В среднем за месяц Птушкин зарабатывал в программе $5000. Боевое крещение Антона состоялось в Шри-Ланке и Гонконге. Телеведущий до этого специально не смотрел, как работали предшественники, дабы избежать желания что-нибудь скопировать. Но потом понял, что хотя бы с парой выпусков стоит ознакомиться. Птушкину нравилось путешествовать без золотой карты, потому что только так удавалось по-настоящему познакомиться со страной пребывания, вкусить все прелести и сложности. От слишком сложных или опасных моментов он мог отказаться, но не злоупотреблял этим правом. Кроме этого, чтобы смотреться в кадре надлежащим образом, парень прошел курсы актерской пластики. Разумеется, у поклонников сразу определились любимые выпуски с Антоном. Один из таких – это серия в Кито. Птушкин посетил вулкан Килатоа. 800 лет назад там произошло сильнейшее извержение. Пепел покрыл практически всю территорию страны, а со временем в кратере образовалось озеро изумрудного цвета неописуемой красоты. Не менее яркой передачей с участием Антона стал выпуск, где молодому человеку пришлось съесть живого осьминога. Это случилось в Сеуле. После на собственном канале на YouTube он рассказал, что не соглашался пробовать этот деликатес. Но когда вся съемочная группа пообещала тоже вкусить блюдо за кадром, они достигли консенсуса. На самом деле употребление моллюска в пищу – опасное занятие. Потому что пока осьминог жив, он пытается присосаться ко всему, что встречается на его пути,
в том числе и к горлу. Антон жевал долго и сильно, и ему удалось проглотить головоногое без потерь для здоровья. Для каждого американского выпуска Птушкин делал себе новую футболку. Чаще всего на ней было название этого города, где непосредственно проходили съемки. И вот в июне 2018 года телеведущий сообщил, что собирается распродать коллекцию. Сделал он это в рамках проекта «Кураж Базар», цель которого был сбор денежных средств на благотворительность. Вырученные деньги с продаж пошли на организацию лагеря для детей-инвалидов. Поначалу Птушкин и Ивлеева ужасно не понравились друг другу. Настя не стеснялась за кадром, а иногда в эфире подкалывать Антона. Смеялась над образом интеллигента, дав прозвище «Лорд Птушкевич». Но вскоре все увидели, что между ребятами завязалась тесная дружба. Все чаще коллеги появлялись на страницах друг друга в социальных сетях. Фотографии сопровождались нежными комментариями, но ни во что больше это не переросло. Позднее Анастасия начала встречаться с рэпером LGM. Помимо авторского канала на YouTube, Антон завел страницы во ВКонтакте, Твиттере, Фейсбуке и Инстаграме. Мужчина в совершенстве владеет английским языком. Известно, что Птушкин входит в группу сталкеров, которые периодически отправляются в зону ЧАЭС. Побывал он и в Японии, Фукусиме. Сейчас Антон живет в Киеве, перевез в столицу Украины и маму с дедушкой. Антон проживает на съемной квартире, но на данный момент он инвестировал свои доходы в строительство и рассчитывает, что через 2 года будет проживать в своей собственной квартире. В середине 2018 года, объехав за 1,5 года 60 городов, Антон сообщил поклонникам, что принял решение уйти из «Орла и решки». По словам телеведущего, он остался в теплых отношениях со всей командой. Проект нуждается в новых людях, чтобы не замыливался взгляд и не угасали эмоции. Птушкин попросил терпимее относиться к тому, кто вместо него будет знакомить с городами и странами, и не вываливать столько негатива, сколько в свое время получили они с Ивлеевой. Сейчас Птушкин продолжает путешествовать. Фото и видеоиллюстрации публикуются на YouTube-канале с одноименным названием «Антон Птушкин». Одним из источников дохода для Антона является выплата с партнерской программы, а также прямая реклама продуктов и услуг на своем YouTube-канале. Канал был создан 2 апреля 2008 года и на момент выхода этого ролика набрал 4 миллиона подписчиков. По данным сервиса WhatStat, за последний месяц среднее число просмотров 18 миллионов. Также приведен примерный доход Антона за последние 30 дней – $7000. За время после перезагрузки диджей побывал в Канаде и Новой Зеландии, Швеции и Арабских Эмиратах. В коллаборации с одесским брендом одежды Benny & Zubrik выпустил линию футболок с забавными принтами. В конце 2020 года Антон согласился на откровенный разговор с Юрием Дудем. Часть интервью прошла в Турции, которую Птушкин раскрыл с новой, неочевидной стороны. Кроме того, он поделился подробностями своего творчества, планами на будущее, а также некоторыми моментами из личной жизни. Из-за загруженности у Антона нет спутницы жизни, но друзья у него есть, как он рассказывал сам. В силу постоянных путешествий у Птушкина случаются периоды выгорания, о которых он рассказал в интервью. В целом Антон придерживается скромности, он ездит на старенькой машине и метро. Ему не близки материальные отношения к жизни и желание заработать много денег. Хотя Птушкин пытается сделать выпуски на YouTube на английском и китайском. Так он расширяет свою аудиторию и масштабирует проект. Ну а если вам понравилось видео и вы еще не подписались, то подписывайтесь прямо сейчас и запостите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч. Пока.